мы с братом столкнулись с Рейком во время поездки. Я бы выложил эту историю гораздо раньше, но тогда я не знал, что эти существа обычно называют Рейком. Самое близкое, о чем я слышал и что мог найти, это скинвокеры, поэтому я всегда так их и называл. Но после того, как я узнал больше о Рейках, понял, что они гораздо больше похожи на то, с чем мы столкнулись. В общем, это реальная история. Это случилось со мной и моим братом, когда нам было около 20 с небольшим, и мы жили в Среднем Теннесси. Мы ехали через густо заросшую лесом местность по дороге к дому друга, чтобы купить немного травы, длинное шоссе, ведущее в сторону Мерфрисборо. Было уже поздно, около 11 вечера. Мы только что отработали позднюю смену вместе в Руби Тьюздей, вернулись домой, немного отдохнули, но у нас закончилась трава. За рулем был брат, я сидел на пассажирском сиденье. Когда мы ехали, следуя указаниям, и свернув с шоссе в более пригородную зону, слева от нас оказалось большое открытое поле. Что-то привлекло мое внимание, и я посмотрел в ту сторону. То, что я увидел, лучше всего описать как полностью лысую, голую, худую гуманоидную фигуру с пугающим лицом. Оно скалилось и мчалось прямо на нашу машину, примерно с расстояния в 150 метров, и двигалось с пугающей скоростью, быстрее любого животного, которое я когда-либо видел. Я закричал: «Что за херня?» Брат посмотрел и сразу тоже это увидел. Он рефлекторно нажал на газ. За считанные секунды существо сократило дистанцию и буквально прыгало на нас по воздуху. В тот момент у меня была только одна мысль: оно сейчас влетит в машину, разобьет окно. Я зажмурился в момент предполагаемого удара, но ничего не произошло. Мы продолжали ехать вперед. Оба мы оглядывались, пытаясь понять, что вообще произошло и куда это существо делось. Но не было никаких следов, и мы не слышали никакого удара или звука столкновения. По крайней мере, ничего, что мы заметили бы. Я решил, что кем бы оно ни было, оно, к счастью, промахнулось, и нам каким-то образом удалось ускользнуть. Однако через 1,5 минуты, когда мы уже ехали со скоростью 80 км в час, стараясь как можно быстрее уехать подальше, и, к сожалению, пропустили поворот и немного заблудились, потому что раньше не были у этого друга и просто следовали указаниям, у нас спустило колесо. Это было заднее левое колесо, именно с той стороны, откуда на нас мчалось это существо. До сих пор у меня нет никакого объяснения тому, что это вообще было. Это не был ни пумой, ни гиеной, ни каким-либо другим животным. Оно выглядело как гуманоид, хотя бежало, сильно наклонившись вперед и помогая себе руками, чтобы двигаться быстрее. Вряд ли это был какой-то бездомный наркоман, но кто знает, если это так, хотелось бы узнать, что он принимал. Я даже не могу нормально описать его лицо. Оно выглядело диким, с очень опасными глазами, и оно скалило что-то вроде очень острых неровных зубов. В целом оно выглядело злобным, почти демоническим. После того, как я услышал историю о том, как одно из таких существ запрыгнуло в кузов грузовика к водителю, думаю, что то, что мы ускорились и выехали в более населенную местность, где были дома, могло спасти нашу жизнь. Есть вероятность, что это существо было буквально на нашей машине и пыталось заставить нас остановиться, повредив колесо. До сих пор меня это пугает, когда я вспоминаю. Мы до сих пор часто это обсуждаем и помним все очень ясно.